Всем привет, с вами Legendas, и сегодня мы поговорим о таком замечательном ютубере, как Мэн, который снимает потрясающий контент по Mortal Kombat Mobile, где он экспериментирует со снаряжениями, персонажами, а также выпускает потрясающие гайды. А также я хотел помочь Мэнду достигнуть его цели 25 тысяч подписчиков на его YouTube канале. Ссылку на канал Мэнда я оставлю в описании, чтобы вы так же, как и я, смогли поддержать, достичь этой цели. Также Мэнд на днях проходил безумную башню фатального уровня сложности на своем аккаунте новичка, где он сразился в 154-й битве и модификатором постепенное исцеление против команды МК-11. Ладно, ребята, хватит. Это конец истории. По сути, пришло время мне покинуть свой аккаунт для начинающих. Я пытался победить. Я действительно с самого начала знал, что не смогу победить роковую башню. И что меня больше всего беспокоит? Я говорил тебе это много раз. Меня больше всего беспокоили бои за регенерацию, так как ты знаешь, что яд действует. Но все же у них есть сумасшедшая устойчивость к кровотечениям. И даже если мне удастся выиграть несколько боев, я определенно застряну в одном из них. И вот что произошло. Но в 1954 году это невозможно. Это действительно невозможно для меня. Я перепробовал все. Хорошо, давай предположим, что это не невозможно. Это так сложно, что мне, вероятно, потребуются недели, чтобы найти идеальную стратегию для победы. У меня есть две основные проблемы с этим боем. Первая из них заключается в том, что я не могу истощить их энергию, но на самом деле это не имеет большого значения. Ты собираешься сказать «да», но второй — это так. Вторая по величине проблема заключается в том, что я не могу заманить их в ловушку. Поскольку я не могу поймать их в ловушку, я не могу контролировать их постоянное появление и исчезновение. Более того, я действительно не могу использовать MK11 Scorpion и Fusion Zero, потому что я имею в виду, самая большая угроза в этом бою Синда. Она все время сопротивляется пожарам. Кроме того, она может оглушить его. И у меня нет заговора и тому подобного. И даже если у меня есть Кабал, я не знаю, смогут ли MK11 Scorpion и Fusion Zero преодолеть исцеление Скарлетт. Еще раз. Я не могу заманить ее в ловушку, так что одна крошечная ошибка, которую она совершит, и все. Мой единственный шанс — это посадить ее на специальную петлю и каким-то образом прикончить ее, используя кровотечение и прочее из комбо-эндеров. Потому что в большинстве случаев она будет сопротивляться пожарам. И если она будет сопротивляться огню, я ничего не смогу сделать, потому что самый большой источник урона от MK11 Scorpio Fusion Zero — это его огонь. Но она все время сопротивляется им, потому что у нее есть пойло. И, конечно, в этом бою я должен использовать боевые капсули, но я просто не могу. Я должен использовать ее без нее. Если я сражаюсь с тремя из них одновременно, это абсолютно невозможно. Лучшее, что я мог сделать с этим, это убить одного из них. Однажды я убил MK11 Рейден и все. Но поскольку мой дублер-каскадер, присоединившийся к Кейджу, единственный боец в этой команде, я не могу заманить их в ловушку. Я не могу присоединиться к ним, и это большая проблема. Серьезная проблема. И у меня недостаточно шансов сломать блок, чтобы ты мог сказать, что я могу поместить их в специальный один цикл. Я могу, но в какой-то момент они будут генерировать энергию, и если однажды мне не удастся сломать блоки, они уничтожат меня. Особенно Райден со своей особой двойкой, Зала со своей особой двойкой. Так много мощных специальностей. Это Энки из Фудзина со специальным номером 2. Конечно, я собираюсь атаковать его в начале боя, используя Соню, но все же это хороший способ продемонстрировать это. Джонни Кейдж. Я имею в виду, я, конечно, люблю этого парня Джонни Кейджа, но здесь он терпит неудачу. Его низкая статистика просто подводит его за то, что он стал золотой картой S уровня. Он просто не наносит большого урона даже при слиянии Блупис 2 уровня и Гринпис максимального уровня. Его специальный наносит около 50 тысяч урона на регулярной основе. Конечно, если он критикует, наносит небольшой удар и делает больше, но регулярно наносит около 50 единиц урона, и этого недостаточно. В настоящее время у них много здоровья, как ты можешь видеть, и они регенерируют как сумасшедшие. Так что да, это действительно иронично, потому что это превосходит битву 141 в битве 154 или 53 без каких-либо проблем вообще. Я ни разу не проиграл, а потом проиграл 154 боя. В тот момент, когда я увидел это, я понял. Я знал, что это конец моим попыткам победить Фейтл с этой командой. И давай посмотрим правде в глаза, даже если я каким-то образом преодолею это после пары дней попыток, я неизбежно застряну где-то в другом месте. И я не смогу победить это. По-моему, это просто невозможно. Если кто-то хочет доказать, что я не прав, это не проблема. Если Legend
Legends хочет доказать, что я не прав. Я бы хотел, чтобы Legends попытались провести этот бой за мой счет. Я бы очень хотел. Откровенно говоря, еще раз, я не думаю, что это на 100% невозможно. Я думаю, что это почти невозможно, и я не думаю, что стоит пытаться, потому что давайте посмотрим правде в глаза. Даже если я каким-то образом найду способ победить его и опубликую его на YouTube, это займет около 2000 просмотров, максимум 2500. Так что это будет похоже на мой обычный бой, когда я побеждаю этапы с максимальным снаряжением башни. И какой из них будет стоить мне больше усилий, верно? Ты уже догадался, тот, у кого низкое оборудование и низкие персонажи. Так что да, это все для меня, для моего начинающего аккаунта. Сейчас, ребята, я просто собираюсь отдохнуть и сосредоточусь на том, чтобы сделать что-то вроде гидов и прочего на моем основном аккаунте. И, к сожалению, потерпел поражение. И Мент предложил мне поучаствовать в челлендже и пройти эту битву на его аккаунте новичка. И давайте же посмотрим, что же из этого вышло.
А перед тем, как закончить это видео, я бы хотел поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. Friendship. Scorpion wins. Flawless victory. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing